Эту кошку нашли в селе. Сказали, живет на улице у торгового центра. Жила кошка под крыльцом. Жила она вот так. Все кормили, благодаря чему и не умерла. Но ее задняя лапа была ранена. Все думали, что там нет лапы, но она была, просто кошка ее поджимала и было видно, что там открытая рана. Местные люди размещали по ней объявления. Мы встретили на остановочной платформе нашу знакомую, которая забрала и передала нам кошку. В машине было тепло, переноска маленькая и кошку мы взяли на руки. Когда мы приехали в больницу с Золушкой, так ее назвали, она проявила интерес к помещению, не пряталась и пошла на обследование территории, так мы ждали приема в клинике. Золушка очень мурчащая и спокойная кошка. Она точно была чьей-то. На приеме нам поставили катетер и взяли анализ крови. Кошке нужно перелить кровь от здорового донора. Хотя бы 80 миллилитров. И для этого мы пошли с кошкой в другую клинику. На дорогое лечение у нас просто нет денег. И в первой клинике сказали, нужно ампутировать лапу. Когда мы приехали в другую клинику, то нам сказали, что ампутация – это показание. Другого нам не сказали. У кошки мертвая кожа. Некроз. Под ней видно, что пальцы оторваны. Вероятно, кошка побывала в капкане и произошла травматическая ампутация пальцев. Либо от синдрома длительного сдавливания, возможно, пальцы, пораженные некрозом, просто отпали. И лапа зимой отморозилась. На лапе есть живой мякиш. От него уже пошла грануляция, также на лапе нет некроза. Но есть некроз на суставах костей. Это очень плохо и может нам испортить всю картину. А черный участок некроза мы сняли. Под ним видны еще живые косточки. Нужно лапу попытаться сохранить. Нам начали проводить обработки и перевязки. Сразу сказали, что это под нашу ответственность, так как врачи на себя не хотят брать ответственность за длительное заживление конечности. Лапу бинтовать нужно каждый день. У кошки еще обнаружен лейкоз в стадии ДНК-носительства. Это тоже плохо, но сейчас кошка им не болеет. ДНК-лейкоз. Это значит, что организм кошки, которая заразились на улице этим вирусом, регрессировал вирус и как бы обезвредил. То есть, банально говоря, организм запаковал клетки вирусов свои и не выпускает на свободу. Тем самым кошка не является заразной для других. ДНК может быть долго. Либо он потом просто исчезнет, и кошка самоизлечится, либо ДНК перейдет в РНК, и спустя от года до 5 лет кошка погибнет. Когда вирус доберется до костного мозга, тогда кровь перестанет вырабатываться. Это называется нерегенераторная анемия. Но пока Золушка на лечении, организм кровь вырабатывает, но она быстро расходуется на рану. Кошка сильно истощена уличной жизнью, и ей нужно хорошее питание. Мы стали кормить ее творогом, сметанной, немного мясных блюд и рыбных. И корм. Кошка ест хорошо, и это очень нам на руку. Необходимо купить раневые повязки и бинты. Мазь и антисептик. Антибиотик. Нам разрешили это принести в клинику, чтобы немного сэкономить. А мы пока продолжим лечение Золушки. И очень верим, что у нас все получится, потому что у кошки нет лишней лапы, и новая не вырастет.